На этот раз рассмотрим признаки людей, которые что-то поняли и готовы уволиться. Это поможет понять себя или коллегу. Досмотрите до конца, будет интересно. Девятая причина, мне кажется, есть у всех. А последнюю причину, даже если ее нет, неплохо бы осознавать всегда. Первое. Они перестают высказываться на совещаниях. Даже замечая ошибки, нелогичность или неверные предпосылки, опыт показал им, что предложение редко приводит к реальным изменениям, а инициатива часто наказуема. Поэтому молчание становится рациональным выбором. Вторая. Они выполняют работу на уровне, достаточном для отсутствия претензий. Они больше не стремятся превзойти ожидания. Если задача выполнена без ошибок и соответствует минимальным требованиям, этого достаточно. Это не лень, а рациональное распределение энергии. Третье. Они больше не ждут, что компания изменится. Смена начальства, реорганизация или новые инициативы уже не вызывают надежд. Опыт подсказывает, что фундаментальные проблемы организации редко исчезают из-за внешних изменений. Четвертое. Им больше не больно отказывать в срочных просьбах. И всего скорее их за это не уволят. Они уже обладают достаточной ценностью, и руководство с этим мирится. Они начинают ставить собственные планы выше чужой неорганизованности. Это не черствость, а восстановление личных границ. Пятое. Они избегают бессмысленных переработок. Когда рабочий день закончился, они уходят домой. Оставаться только потому, что остальные еще работают, они больше не считают необходимым. Шестая. Их перестают интересовать события, которые не связаны с ними напрямую. Перемещение сотрудников, внутренние слухи и организационные новости постепенно теряют значение. Это не потеря концентрации, а смена приоритетов. Седьмая. Они начинают задумываться, почему раньше так старались. Они вспоминают времена, когда задерживались до глубокой ночи и думали о работе даже в выходные. Теперь они смотрят на это иначе. Восьмая. Они перестают искать в работе главный смысл жизни. Работа становится лишь одной из составляющих жизни. Смысл и удовлетворение начинают находиться в семье, хобби, обучении, собственных проектах и других сферах. Девятое. Они считают, что могут уйти в любой момент. Наличие накоплений, понимание своей ценности на рынке труда и поддержка близких дают внутреннюю свободу. Поэтому они чувствуют себя спокойнее и увереннее. Десятое. Они уверены, что больше никогда не будут работать так, как раньше. Они не собираются снова жертвовать здоровьем, временем и личной жизнью ради работы. Это не слабость и не потеря мотивации, а результат переосмысления своих приоритетов. 11. Перестают строить долгосрочные планы внутри компании. Их перестают интересовать карьерные треки, будущие должности и внутренние перспективы. Когда коллеги обсуждают планы развития отдела или новые проекты на несколько лет вперед, они слушают, но мысленно уже не связывают себя с этим будущим. Раньше они задавались вопросом: «Как мне вырасти здесь?» А теперь все чаще думают: «Что я буду делать после ухода отсюда?» 12. Начинают чаще представлять свою жизнь после увольнения. Люди, приблизившиеся к черте увольнения, все чаще мысленно проигрывают сценарии будущего. Они представляют новую работу, переезд, собственное дело, период отдыха или обучение новой профессии. В этот момент увольнение перестает быть абстрактной идеей и превращается в один из реальных вариантов будущего. Именно тогда решение уйти становится вопросом не «если», а «когда». 13. Начинают замечать возможности за пределами компании. Человек, приближающийся к черте увольнения, постепенно перестает воспринимать свою нынешнюю работу как единственно возможный сценарий. Его внимание все чаще привлекают другие варианты. Раньше все это казалось чем-то далеким и не имеющим отношения к его жизни. Теперь же возникает мысль: а почему бы и нет? Когда появляются альтернативы, снижается страх перемен. А когда снижается страх перемен, решение об увольнении становится гораздо ближе. 14. Перестает видеть свою личность через должность. Раньше вопрос «кто ты?» автоматически связывался с работой. Менеджер, инженер, руководитель, специалист.
Но по мере приближения к черте увольнения человек все чаще начинает воспринимать себя отдельно от своей должности и компании. Он понимает, что его жизнь намного шире рабочего места. Это важный психологический перелом. Пока человек отождествляет себя с работой, уйти очень сложно. Когда же работа становится лишь одной из частей личности, увольнение перестает восприниматься как потеря самого себя. Оно становится просто сменой этапа жизни. Перейти черту увольнения не значит потерять мотивацию или деградировать как специалист. Это означает заново определить место работы в своей жизни и начать готовиться к следующему этапу. Со стороны может казаться, что человек ничего не делает, но внутри уже идет процесс принятия решений. Это не конец, а переходный период перед новым выбором. Напишите в комментариях, с чем согласны или нет, и в каком состоянии сейчас находитесь. Еще горите работой или уже делаете шаг к увольнению? Если откликнулось, поставьте лайк.